More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Всем привет! С вами Татьяна Шумилина. Мой канал посвящен вязанию крючком. И в одном из недавних своих видео я опубликовала мастер-класс по вязанию вот такой вот сумки шопера. Сегодня я проведу мастер-класс по изготовлению подкладки для этой сумки. И этот мастер-класс будет таким универсальным. То есть даже если у вас донышко другой формы, круглое, квадратное, прямоугольное, неважно, то технология изготовления подкладки будет все равно одна и та же. Сейчас все подробно покажу. Итак, что нам понадобится? Ну, во-первых, это, конечно же, ткань. Обратите внимание, что я для сумок и рюкзаков использую не подкладочную ткань. Я выбираю обычные ткани для шитья одежды. В данном случае у меня ткань, ну, как типа костюмной, какая-то брючная, скорее всего. Не знаю, не назову вам точный состав ее, но так по ощущениям это вискоза с добавлением синтетики, что-то типа того. Лучше, конечно, выбирать ткань, которая неприхотлива в работе, которая не сильно ползет. Можно выбирать хлопковые ткани, плотненькие, такие, знаете, которые хорошо держат форму. Скользящие ткани тоже лучше не брать, потому что ваша подкладка будет выбиваться из сумки, вылезать вместе с какими-то предметами, которые вы будете из нее вытаскивать, и ее придется дополнительно как-то фиксировать в сумке. По количеству ткани, смотрите, как я определяю, сколько мне понадобится ткани для подкладки. Беру сумку, измеряю ее высоту. 25 сантиметров высота моей сумочки, значит, ткани мне понадобится 30 сантиметров, не более. То есть вы, когда придете в магазин, вы увидите, что там стандартная ширина всех тканей где-то 140 сантиметров, 140-145. Вот, то есть вам в любом случае отрежут кусок шириной 145 сантиметров. То есть берете высоту вашей сумки, прибавляете сантиметров 5, конечно же, на всякий случай, потому что будут еще припуски на швы. Вот, ну, то есть, как я уже сказала, 30 сантиметров вот для сумки такого размера будет достаточно. То есть у вас будет отрез 30 на 145 сантиметров. Этого вам хватит за глаза просто. То есть из такого отрезка получится подкладка даже с кармашком, и еще даже останется немножко. Теперь, что касается ниток. Вот у меня 3 катушки. Одну катушку я беру в цвет подкладки, вторую я беру в цвет сумки и третью контрастную для черновых швов. Значит, ну, в цвет подкладки понятно, это для того, чтобы сшить саму подкладку. Нитки в цвет сумки я беру для того, чтобы ими пришивать подкладку к сумке. Либо вместо таких ниток можно брать вот такую прозрачную мононить. То есть, когда мы будем пришивать подкладочку, мы можем, у нас могут швы некоторые выходить на лицевую часть сумки, то есть вот сюда. И, естественно, здесь нить контрастного цвета не подойдет. То есть здесь нужна уже либо вот такая прозрачная нить, которую в любом случае будет не видно на любом цвете, либо ниточка в цвет пряжи. Иголку беру подлиннее. Вот у меня в данном случае иголочка 6 сантиметров, но не слишком толстую, потому что толстая игла может оставить дырки на ткани. Далее нам понадобится также сантиметровая лента, ножницы, обязательно портновские булавки, мел для раскроя ткани и линеечка. Я для работы буду использовать швейную машинку, но если у вас ее нет, то это не страшно. Вы сможете сшить подкладку по моей инструкции даже без машинки, и она будет смотреться качественно, то есть никто даже не заметит, что ваша подкладка сшита вручную. Просто там, где это необходимо, я буду давать комментарии, да, как вам
поступить, если вы шьете вручную. Смотрите внимательно. Всем приятного просмотра, ставьте лайк обязательно и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Начинаем. Итак, первый этап – это, конечно же, раскрой ткани. То есть сейчас мы будем делать раскрой деталей для нашей будущей подкладки. И еще на один момент я не обратила ваше внимание, когда будете выбирать ткань, желательно брать такую ткань, которая тянется вот так вот по линии отреза, то есть вот так она должна тянуться. Вот у меня, видите, она не сильно тянется, но зато она у меня тянется вот так. То есть кроить я ее буду вот в этом направлении. Вот, если же она у вас тянется вот так, то все нормально, то есть вы берете, отмеряете высоту своей сумки и покупаете вот такой отрез, как я сказала, там 30 сантиметров, ну, в зависимости от размера вашей сумки. Если она так не тянется, соответственно, там уже расход будет совершенно другой. Либо если она не тянется не так, то вам придется кроить наискосок, то есть вот так располагать детали. И, соответственно, нужно будет уже учитывать, что количество ткани у вас увеличится. Теперь, если ткань сильно мятая, то ее предварительно необходимо разутюжить и потом только приступать к раскрою. Далее, нам необходимо выкроить 3 детали для нашей подкладки. Значит, первая деталь – это овальное донышко, вторая деталь – это большой такой отрез прямоугольной формы для стенок сумки. И третья деталь – это кармашек. Значит, начинаем с донышка. Здесь, в принципе, можно снять мерки с сумки, то есть с внутренней стороны померить свое донышко от края до края по длинной стороне и по короткой. И нарисовать это донышко на ткани и потом вырезать. Но я даже заморачиваться с этим не буду, со снятием мерок. Я просто сделаю вот так. Поставлю сумку на ткань и обведу донышко по контуру. Так, обвела донышко. Теперь подравниваю немножко. Так, и вот теперь уже можно измерить само донышко, чтобы понять, вписываемся мы в размер или нет. Вот таким образом меряем. Не снаружи меряем, а изнутри. Так, ну здесь, наверное, плохо видно. Вот, в общем, мое донышко 30 сантиметров длиной и шириной 10 сантиметров. Теперь измеряем деталь. 32 на 12. Вот смотрите, у нас уже получилась деталь с учетом припусков. То есть припуски у нас составляют 1 сантиметр. Когда мы пришьем донышко к сумке, да, соответственно, оно будет у нас нужного размера. 30 на 10 сантиметров. Все, оставляем так, как есть, даже ничего корректировать не надо. Если у вас какое-то прям сильное нисхождение, то, соответственно, там немножко корректируйте, да, размер своего донышка и учитывайте, что нужно еще оставить на припуске как минимум 1 сантиметр. Вообще обычно оставляют 1,5 сантиметра. Теперь, если у вас деталь, точнее донышко другой формы, круг, квадрат, прямоугольник, неважно, вы точно так же обводите его по контурам, потом сверяете размеры с размерами детали сумки, добавляете припуски на швы и действуйте дальше точно так же, как и я. То есть вообще никакой разницы. Единственная разница – это форма донышка. Вся последовательность действий остается такой же, как у меня. Теперь беру сумку и делаю еще один замер. Значит, высота моей сумки, как я уже говорила, 25 сантиметров. Но сейчас еще разочек измерю ее изнутри. Вот, изнутри тоже 25 сантиметров.
высота сумочки. Теперь измеряю окружность сумки для того, чтобы определить длину детали. Так, вот бирочка у меня будет как раз ориентиром. Так, ну вот где-то 74-75 сантиметров окружность моей сумки. Теперь, прежде чем выкраивать деталь, я беру свою овальную деталь. Сейчас нарисую контур вот здесь вот. Вот, нарисовала контур, то есть я обозначила припуски. Вот он у меня 1 сантиметрик вокруг овала. И теперь поставлю меточку. От этой меточки измеряю овал по внутреннему контуру. Так, ну вот, смотрите, у меня прям идеально получилось 74 сантиметра. Вот эта вот окружность по внутреннему контуру должна быть равна длине вашей большой выкроенной детали. То есть у нас там было 75 сантиметров, здесь получилось 74, ну плюс-минус 1 сантиметрик, вообще не критично. Вот эти два размера у вас должны сойтись. То есть, ну, понятно, да, что мы эту большую деталь будем пришивать вот таким образом к донышку, и, соответственно, нужно, чтобы все сошлось. Когда вы все эти манипуляции проделали, все это измерили, выкраиваете большую детальку. Значит, смотрите, не забываем к большой детали также прибавить припуски на швы. То есть там у нас было 75 на 25. Соответственно, по 1 сантиметру добавляем на швы и выкраиваем деталь 77 на 27. Итак, выкроила все необходимые детальки. Основная часть, вот он мой большой прямоугольник, донышко. И выкроила также детальку для кармана. Но показывать, как делать кармашек, я не буду, так как у меня уже есть подробное видео по изготовлению кармашков. Ссылочку я вам прикрепляю. Скажу только, что размер моей данной детали для моего размера сумки 18 на 33 сантиметра. Из этой детальки у меня получится карман примерно 15 на 15 сантиметров. Дальше, следующий этап – это пришивание кармашка. Как я уже сказала, мастер-класс по кармашку есть отдельный. Пришивать я его буду на основную деталь, вот на это место. Значит, я складываю основную деталь вот так вот. Это лицевая сторона. И пришиваю кармашек вот так вот на середину вот этой вот половинки. И смотрите, еще важный момент. Вот здесь вот также учитываем, что здесь будет шов у нас, да, и вот этот 1 сантиметрик мы не учитываем, когда примеряем наш кармашек к детали. То есть вот здесь и вот здесь вот размеры должны на 1 сантиметр отличаться. То есть вот здесь должно быть на 1 сантиметр больше. Итак, пришили кармашек. И теперь будет комментарий для тех, кто шьет подкладку вручную. Значит, я рекомендую, если вы шьете подкладочку вручную, делать ее без кармашков. То есть, вот смотрите, у меня кармашек пришит вот таким вот швом. И если вы пришьете его вручную, то, соответственно, этот шов будет виден. И он будет, скорее всего, не очень красивый. Ну, если, конечно, очень постараться, да, то можно сделать аккуратный шовчик, но это уже как бы дело вкуса, да, то есть если вас это устраивает, то пожалуйста. После того, как пришили карман, делаем боковой шов. Если шьете на машинке, то, соответственно, прострачиваете это все дело на машинке. Если шьете вручную, то с изнаночной стороны делаете шовчик. Вот так выворачиваем, да, кармашек внутри. Можете использовать любой швейный шов, который вам нравится. Ну, наверное, самый распространенный – это назад иголка. Вот такой вот шовчик.
Можно сделать вот такие стежки покрупнее, можно помельче. То есть, чтобы шов был понадежнее, можно вот так вот его прям вплотную делать шовчики друг к другу. Вот я прострочила на машинке, шовчик разутюжила. Обязательно каждый шов я разутюживаю. Для того, чтобы получить красивый, качественный результат, нужно делать это обязательно. То есть не стоит этим пренебрегать. Лучше потратить лишнюю минутку, но хорошенько разутюжить шов, чтобы потом не было никаких проблем. Итак, как я шью на машинке, я вам не показываю, потому что я подразумеваю, что если у вас есть швейная машинка, значит, вы умеете ей пользоваться. Соответственно, это показывать не обязательно. Теперь берем донышко и отмечаем на нем вот здесь вот на боковых сторонах серединку. Делаем вот такие меточки. Так. Делаем меточки и берем портновские булавки. Значит, эти меточки я сделала для того, чтобы соединить их с боковыми швами вот этой основной детали. Берем основную деталь, обязательно следим, чтобы шовчик вот этот нижний, где у нас пришит карман, находился внизу, то есть донышко пришиваем вот к этой, к нижней части, потому что у меня бывали случаи, когда я по невнимательности просто пришивала донышко вот сюда, и у меня подкладка оказывалась вот такой вот, то есть карман вверх ногами. Поэтому обращаю ваше внимание на этот момент. Так, берем, значит, нашу подкладочку, выворачиваем, следим опять же за кармашком и прикладываем донышко вот таким вот образом. Совмещаем вот эту меточку с боковым швом. Прикалываем булавочкой. Так, и вот здесь вот еще необходимо сделать метку. Так, наверное, давайте я сначала отмечу вот здесь вот эту линию бокового шва. И вторую метку на донышке соединяю вот с этой линией. Вот таким вот образом прикалываем. Ну и можно еще вот здесь прикалывать. Все прикололи. Проверили, все ли у вас опять же сходится, да, то есть сходится ли ваше донышко с основной частью. У меня все отлично сходится. И теперь можно пришивать. Я сделаю сначала черновой шов, потом прострочу на машинке. Если вы шьете вручную, то можно сразу делать надежный шов. Ну вот, я пришила донышко. Вот что у меня получилось. Разутюжила, естественно, шовчики. Так. Смотрите, если у вас донышко другой формы, то все действия будут аналогичными. То есть точно так же, как я делала на овале, делаете меточки, даже если у вас, например, донышко прямоугольной формы, делаете на короткой стороне прямоугольника такие же меточки посерединке. И точно таким же образом совмещаете их с боковыми
частями основной детали. Точно так же пришиваете. Если донышко круглое, то вам не нужно даже делать вот эти метки. Берете свой круг и пришиваете его к основной части. Самое главное, чтобы сошлись размеры этой основной части и окружность донышка. Далее остается буквально последний штрих, это подгиб края. И здесь нам нужно сделать примерку подкладки к сумке. Выворачиваем наизнанку, то есть вставляем подкладочку в сумку. Так, и смотрим, как она у нас садится по высоте. Если так неудобно, то можно приколоть булавочками и посмотреть, вписываемся ли мы в нужный размер. Нет, наверное, много подогнула. Так, ну вот, теперь, наверное, нормально. Да, все отлично. И смотрю, ну, как раз у меня и получается, наверное, сантиметр. Да, сантиметрик, который я оставляла на припуске, и пойдет у меня на подгиб. Теперь, смотрите, если вы шьете подкладочку вручную, то делайте подгиб. И шов здесь делаете черновой, то есть просто приметываете любой, можно контрастной ниткой этот край. И все, и оставляете так, проутюживаете и оставляете в таком виде. Затем, когда вы уже пришьете подкладку к сумке, вы этот черновой шов просто убираете. Вытаскиваете эту ниточку, и у вас получается вот такая подкладочка, то есть здесь швы у вас все скрыты, они на изнаночной стороне, кармашка у вас не будет, и вот этот шов, когда вы пришьете подкладку потайным швом к сумке, этого потайного шва у вас видно не будет, а шов, которым вы делаете подгиб, вы уберете, и соответственно у вас не будет видно ни одного шва. Покажу, как я делаю черновой шов. Ну так, на всякий случай, вдруг кто не знает. Делаю ниточку в одно сложение и на конце узелочек. Таким вот образом приметываю. И когда все это дело приметаете, узелок не делаем. То есть просто вытаскиваем нить из иглы и оставляем так. Проутюживаем, еще раз повторюсь. Я сделала шов на машинке, проутюжила, и на этом моя подкладочка готова. Посмотрите, какая получилась красота. И теперь нам остается только пришить подкладку к нашей сумочке. Так, выворачиваем. Вставляем в сумку и сначала фиксируем подкладочку портновскими булавками. Значит, смотрите, самое главное, определяем, где у нас будут находиться боковые швы. Вот таким образом сумочку складываем ровненько. Находим здесь боковой шовчик. Вот он, как раз четко встал. Фиксируем сбоку. Так. Все, зафиксировали по бокам.
И можно еще по 2 булавочки установить вот здесь по центру. Прикололи подкладочку, еще разочек проверили, все ли у вас тут хорошо сошлось, то есть проверили боковые шовчики, проверили, равномерно ли распределилась ваша подкладка по краю сумки, также посмотрели высоту, все ли у вас тут хорошо село. И теперь можно приступать к пришиванию подкладки, но это я вам покажу в следующем видео, где у меня будет подробный видеоурок, как я пришиваю подкладку специальным потайным швом, как я прячу все узелочки. В общем, расскажу обо всех нюансах, все подробненько покажу. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Если у вас остались какие-то вопросы либо пожелания, то вы можете их написать в комментариях. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Благодарю вас за просмотр. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока-пока. До новых встреч.